Привет! Классно! Мы снова вместе! Сегодня я вам немного покажу мой район и расскажу, с чем я столкнулась. Да, кстати, принца я немного сзади подстригла, поэтому он не очень эстетичный, но мне главное, чтобы этот поросенок поменьше тащил грязи домой. Расчесываться он не любит, поэтому иногда приходится что-то состригать. Во Франции я больше всего люблю весну и осень. Летом здесь стало невыносимо жарко, а зимой постоянно идут дожди. Поэтому, когда наступает весна, я много гуляю и останавливаюсь буквально возле каждого кустика. А запах– это что-то невообразимое. Настоящее наслаждение для моего носа. Люблю рассматривать дома и территории возле дома. Мечтаю, как бы я обустроила свое гнездышко. Постоянно делаю для себя какие-то заметки на будущее. Вы только посмотрите, какие красивые кусты растут. Вот бы собрать лепестки и принять розовую ванную. Я уже столько фотографий сделала, что можно галерею открывать. А у кого-то очень хорошо с юмором. Приятно посмотреть на такой мусорный бак, правда? Сразу расплываешься в улыбке. Во Франции можно часто встретить шкафчики для книг. Они могут находиться возле школьных зданий, в парках, возле озер. И я постоянно что-то тащу домой. А сегодня посмотрите, какой улов. Шикарная книга по дизайну с гладкими страницами. А все, что связано с дизайном и строительством, я очень люблю. Даже обучалась немного в этой сфере. Правда, у меня уже столько книг, что библиотеку можно открывать. А как это все потом перевести в Беларусь, ума не приложу. А вот книга с рецептами. Смотрите, даже книга на русском языке про удачу. Я 100% уверена, что это очень хороший знак. На улицах также можно встретить вот такие сооружения, куда люди приносят в мешках свою ненужную одежду или обувь. Потом она передается нуждающимся или отправляется на продажу в секонд-хенд. А вот эта кабинка, она мне напоминает деревенский туалет. Да, принц, ты со мной согласен? Что мне нравится во Франции, так это то, что все дома разные. Нету однотипных коробок. Поэтому навряд ли здесь получится, как в фильме с легким паром. В каждом доме есть отдельное закрытое помещение для велосипедов и самокатов. Здесь оно более-менее открытое, а в моем доме закрыто полностью. Также у нас есть платный закрытый паркинг с охраной. Мусор на улицу мы выносим вот в такие баки. Они находятся под землей, что очень удобно. А теперь я расскажу вам про непонятки. Сегодня утром я, как обычно, просматривала объявление на сайте Куфар. Увидела интересный участок со старым домом. Написала и попросила номер телефона для связи. И что вы думаете? Меня заблокировали. Я в шоке. Некоторое время сидела в недоумении. Потом начала соображать. Перед тем, как меня заблокировать, хозяин написал, что если я не вижу номера телефона на сайте, значит я мошенница. Хорошо, пойдем другим путем. Попросила подружку в Беларуси посмотреть номер этого объявления. Она мне его написала, и я начала звонить по Вайберу. Не отвечают. Пишу, тоже тишина. Оказывается, как мне потом объяснили, в Беларуси развелось очень много мошенников, и никто никому больше не доверяет. Одного я понять не могу. Я же им объясняю в сообщениях, что я во Франции. Ну какой же из меня мошенник? Они что, думают, что французским мошенникам нужны старые хаты в Беларуси? Бред какой-то. Правда, осадок остался неприятный. В результате моя лучшая подруга позвонила и узнала немного про дом. Но даже ей по телефону особо ничего не сказали. Типа, приезжайте на место и поговорим. Но люди же не могут кататься туда-обратно, просто чтобы поговорить. Честно скажу, для меня это странно. Ведь в интересах продавца продать дом. А как его можно продать, если ты не отвечаешь на звонки и на вопросы по телефону? В общем, не жизнь, а сказка. Между прочим, вот так у нас в парке в палатках живут мигранты. За последние 2 года из всех объявлений мне понравилось только одно.
Правда, там сразу 3 дома и огромнейший участок — 170 соток. Но вид там волшебный, прямо возле озера. И расположение такое, что можно встречать рассветы и любоваться закатами на берегу. Даже ручей протекает. Единственное, что кусается — это цена. За всю прелесть они хотят 55 тысяч евро. В принципе, если посмотреть, то это не так уж и дорого. Я бы там такой бизнес развернула. Но нужно найти спонсоров. Хотя надежды я не теряю. Пока что это единственное место, где я вижу свою дальнейшую жизнь. А с чем вы сталкивались при поиске будущего дома и участка земли? Очень интересно будет прочитать ваши комментарии. Пока-пока!